Здравствуйте. Дали мне посмотреть несколько таких маленьких китайских уличных светильничков с таким вот светонакопителем. Перестали все работать. Так подозреваю, что неисправность у них одна и та же. Будем разбирать и смотреть, можно ли с этим что-то сделать. Разберем один из светильников. Вот что здесь видим. Кручу эту плату. Аккумулятор. Один и 2 вольта. 40 миллиампер часов. Светодиод переключатель. И здесь какая-то или микросхема, а может быть стабилизатор напряжения. И сопротивление или дроссель. Так, ну можно померить напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор полностью разрезан. Попробуйте отпаять этот солнечный элемент. Солнечную панельку. И померить. Или так померяем сейчас. Если тут какое-то напряжение.
8 милливольт. Что тоже мало. Возможно, что-то подсаживает. Надо его отпаять. Отпаял солнечную панельку. И будем ее проверять. Взял более точный тестер. Здесь подпаял зажимчики. И видим, что панель работает. 1,8 вольта. Если перекрыть, уменьшается. А если подсветить фонариком, напряжение увеличивается. Значит, дело не в панели. Теперь нужно определиться, неисправлен ли у нас аккумулятор. Отработал свой цикл заряда-разряда. Или схема его не подзаряжает. Значит, аккумулятор я выпаял. И будем смотреть. Будет ли у нас напряжение заряда аккумулятора. Как видим, ничего не происходит. Напряжение не поступает. Аккумулятор попробовал подзарядить блоком питания. Как видим, аккумулятор подзаряжается. Он рабочий. Подпаял обратно аккумулятор. Как видим, диод исправен. Ну и не думал, что тут будут какие-то сложности. Думал, что где-то или пропал контакт, или что-то окислилось. Ну, пришлось посмотреть, что ж это все-таки за элемент с 4 выводами. Как оказалось, это специальная микросхема, контроллер заряда аккумулятора. Тут я выложу схему подключения, точнее похожую схему подключения. Там она немного отличается, только она без переключателя, и там дополнительно стоит конденсатор.
подключился к первому и второму выводу микросхемы. И видим, что на выходе нет напряжения. Просмотрю остальные светильники. Возможно, там будут другие неисправности. И можно будет переставить исправную микросхему для проверки. Ну, а вообще, такую микросхему, я посмотрел, можно купить на Алиэкспресс. Стоит она копейки. Перебрал остальные светильники и нашел исправную микросхему. Теперь видим, что он работает. Ночью светильник светится, днем накапливает энергию. Если он не используется, нужно его отключать выключателем. Значит, микросхема. Микросхему я снял вот с этого вот светильничка. Здесь, как я и предполагал, сгнили дорожки. Поднялся лак, он визуально видно. И если бы восстановить дорожки в этом светильнике, он должен заработать. Сейчас я покажу более наглядно, где еще такая же ситуация. Вот, видите, от влажности дорожки поднялись. И теперь видим, что они отваливаются. Значит, нужно здесь везде поставить перемычки проводом. И, скорее всего, все заработает. Но есть и визуально нормальные платы. Вот, к примеру, как это. То здесь, скорее всего, неисправна микросхема. Но еще сразу нужно проверять переключатель, чтобы схема была замкнута. Ну, вот как-то так. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.